Я полностью присоединяюсь к тому, что вы сейчас сказали. Это так и есть. Будущий миропорядок, безусловно, будет основан на будущей экономической и валютно-финансовой системе. И она должна быть более сбалансированной, она должна отвечать интересам подавляющего большинства участников международного общения. Так и есть. Есть ли какие-то перспективы, что это в конце концов состоится? Это очень сложный процесс. Судя по тому, как ведут себя наши оппоненты, так назовем их, поскольку мы сейчас говорим об экономике, не будем оперировать какими-то другими терминами, но они цепляются любой ценой за свои привилегии. Я уже сказал, и многие так считают, что Бреттон-Вудская система устарела. Ведь это не я говорю, это эксперты, западные эксперты. Ее надо менять. Конечно, она приводит к таким уродливым явлениям, как, скажем, долговые обязательства развивающихся экономик. Конечно, вот это, безусловно, полное владычество доллара в мировой системе. Это происходит уже. Вопрос времени. Но своими, скажем, мягко говоря, непрофессиональными действиями, своим упрямством и своим пренебрежением ко всем остальным участникам международного экономического общения, скажем, политические и финансовые власти, экономические власти США стреляют себе в ногу. Ведь когда они ограничивают расчеты в долларах, ну а что же нам делать? Мы вынуждены тогда, просто вынуждены рассчитываться в национальных валютах. Мы вынуждены обсуждать вопросы, о которых я уже говорил, отвечая на один из вопросов коллег. Создавать новую логистику этих валютных расчетов. Таким образом, область применения доллара естественным образом сокращается. Она сокращается и по мере того, как Соединенные Штаты – это огромная экономика, и страна огромная и великая, без всяких сомнений. Здесь и сомнений быть не может. Мы ничего здесь не преуменьшаем, ничего не преувеличиваем. Но она сама сокращает сферу своего влияния в мировой экономике. То есть это и так происходит в силу объективных причин роста развивающихся рынков, развивающихся экономик. Ну, вон какими темпами Азия развивается. Это и так происходит. А Штаты, исходя из политической конъюнктуры сегодняшнего дня, ускоряют эти процессы. Ну, извините, но это же, мягко говоря, знаете, есть такое расхожее выражение. Это хуже, чем преступление, это ошибка. Это так и есть. В данном случае оно так и есть. Поэтому, если какие-то проекты есть, которые будут создавать новую базу экономическую, логистическую, есть, конечно. Вот председатель Си Цзиньпинь предлагает один из таких проектов. «Один пояс, один путь». Это же объединительный лозунг. Один пояс и один путь. Все вместе. И мы то же самое делаем в ходе строительства Евразийского экономического сообщества. И вместе думаем над тем, как объединить. А если сюда еще подключаются страны БРИКС, страны ШОС, ну, послушайте, вот это и есть совместная работа, а Пакистан тоже принимает в этом участие, совместная работа в поиске решений. Конечно, это сложная задача. Это потребует времени. Но осознание того, что это выгодно всем, будет подталкивать этот процесс вперед. И закончу тем, с чего начал. В этом смысле укрепление многополярного мира неизбежно. Спасибо вам большое за внимание.